Привет, зритель! С тобой Яш на канале Яш Программист. Наконец-то подъехал контент. По сути, это продолжение видео о подключении дополнительного монитора через Wi-Fi. Если не смотрел, погляди здесь. А сейчас я хочу поделиться с тобой историей и результатами серии из 11 стримов, на которых я изучал протокол AirPlay Mirroring и воплощал приложение для отображения экрана без задержки через Wi-Fi на дешевый HDMI свисток Mirroscreen. Основная идея этой серии стримов – показать путешествие мысли программиста при решении задачи с неполной или скрытой информацией, которая требует познаний в области передачи данных, шифрования, реверс-инжиниринге и общем техническом анализе. В этом видео я не буду долго распинаться о том, как конкретно все было изучено и реализовано, но так как это отчет о проделанной работе и оглавление для серий, я вкратце расскажу о том, через что мне пришлось пройти. Я ж программист. На решение задачи я извел 10 дней и 11 стримов по 4 часа каждый. Что ж, давай пройдемся по порядку. И сразу с места в карьер. Как базу для старта я использовал уже подготовленный DLNA Wayland Root Screencaster из предыдущего видео. Точнее его более раннюю имплементацию, которая не упаковывает H264 в контейнер и дает прямой доступ к сжатым пакетам. Изучив мирроринг раздел неофициальной спецификации AirPlay 1.0 и пощупав само Mirroscreen устройство, я обнаружил формат plist и попытался реализовать запросы на C при помощи старого AirPlay 1.0 дамми сервера. Но быстро передумал, так как несовместимости между спецификацией и сервером генерировали больше вопросов, чем ответов. После непродолжительных поисков был обнаружен Java AirPlay сервер, реализация AirPlay 2.0 приемника, которая могла отображать видео с iPhone, что и определило направление моих усилий вплоть до 8 серии. Запустив этот сервер, после компиляции в Gradle при помощи OpenJDK 1.0, он не захотел нормально работать, так как не мог слушать на занятом порту 5353. Изучая подопытного, я смог более или менее понять логику работы используемого в сервере фреймворка, но запустить его без ошибок так и не успел. Продолжив разбирать AirPlay 2.0 протокол на примере найденного ранее Java AirPlay сервера и документа по разбору этого протокола, удалось понять, какие данные он хочет получить. Чтобы запустить тестовый сервер, пришлось поднять докер-контейнер OpenJDK 11, где он, не показав никаких странных ошибок, спокойно зафурычил. С помощью OpenSSL библиотеки мне удалось сгенерировать требуемые для PR-Setup и PR-Verify приватные и публичные ключи. Параллельно мы познакомились с основами эллиптической криптографии и в целом системой асимметричного шифрования. Но как только стало понятно, сколько усилий потребуется для реализации логики на C, я переобулся в Python 3. Основная сложность при использовании Python состояла в выборе библиотеки для шифрования и приеме RTSP ответов. С первичной генерацией ключей я кое-как справился при помощи библиотеки Pinnacle, которая является обвязкой над криптобиблиотекой NCL – Network and Cryptography Library. А вот с обработкой RTSP ответов возникли проблемы, так как ни URL-lib requests, ни основная библиотека HTTP Client, на которой основан URL-lib requests, не может принимать ответы, отличные от HTTP, из-за коварного хард-кода в базовой библиотеке. Экспериментальный вечерний стрим получился небольшим, но довольно продуктивным. Попытки обуздать сокет на прием данных, а конкретнее разобрать HTTP заголовки и бинарные данные, привели меня к Bytes.io и сторонней имплементации RTSP клиента, при скрещивании которых получилась вполне рабочая система для отправки и приема данных. У меня даже получилось обменяться данными с сервером, выполнив PR-Setup, но не более того. А пожух я при попытке обуздать логику двойного PR-Verify, на чем и закончилась серия. Используя документ о реверсе AirPlay 2.0 и Java AirPlay сервер, довольно быстро удалось выяснить, что нужно отсылать на первой стадии PR-Verify. Но вот продвинуться дальше не получалось, так как алгоритм асимметричного шифрования и верификации был довольно хитер. Сервер отвечал какими-то данными, а мне нужно было послать что-то для второй стадии PR-Verify процесса. Java код сервера получилось более-менее вкурить, но все равно пройти PR-Verify не удавалось. Все усугублялось тем, что Pinnacle не поддерживал выставление параметров шифрования, то есть не с чем было поиграться. Решение нашлось случайно, после гугления добавочных значений в общий ключ, используемый для шифрования. На GitHub обнаружилась библиотека PyATV, полная полезной информации о том, как проходить все стадии PR-Verify. PyATV использует другой модуль для шифрования и прямо показывает, как можно сгенерировать ключи и пройти нужные шаги. Так как в целом библиотека выглядела неплохо, я отложил в сторону собственную реализацию протокола и переключил усилия на PyATV.
Сама библиотека PyATV была написана довольно необычно для меня, с использованием async await, которые нисколько не упрощали ее понимание. Но все же с горем пополам удалось поверхностно разобрать ее устройство. В ней были упоминания AirPlay протокола, но создавалось впечатление, что он был недоработан или выполнял очень вспомогательные функции. В общем, поигравшись со встроенной реализацией MDNS, получив при помощи нее немного информации о мироскрин устройстве и наработав некоторое количество кода для обвязки, я пожух. Оказалось, что не так-то просто доработать PyATV до возможности использования AirPlay и Pairing. Кроме того, библиотека построена на основе IO HTTP, которая использует Node.js HTTP парсер, в котором, как назло, также используется хардкод HTTP возврата. Прям проклятие какое-то. В итоге, потратив уйму времени на попытку интеграции хотелок в PyATV, я бросаю эту затею и возвращаюсь к старому скрипту, просто затаскивая туда код AirPlay Pairing из PyATV с использованием криптографии библиотеки. Очень скоро Pair Verify начинает работать как положено, и реализация добирается до следующей стадии установки RTSP соединения, пропуская, как казалось, необязательный FP Setup. Встроенный в Python модуль PLIST-lib оказался довольно удобным для подготовки бинарного PLIST, чтобы выполнить RTSP Setup соединение. Как только был отослан подготовленный PLIST и получен более-менее вразумительный ответ, серия склеила ласт. Серия начинается с разбора проделанного, осмотра вернувшихся данных после выполнения сетап-запроса и нахождения ожидаемых портов для отсылки аудио и видеопотоков. Следующая сложность – это разбор самого протокола передачи видео, его заголовка и упаковки данных в бинарное представление для передачи. В Python есть функции модуля struct-pack, которые серьезно упрощают как выбор порядка байтов, так и в целом процесс бинарной сериализации любых встроенных структур. Дальнейший разбор логики Java AirPlay сервера показал, что протокол не так-то прост и хочет использовать Fairplay, это такой Apple DRM, для дешифровки потока. То есть я на полном ходу втыкаюсь в необходимость разбирать Fairplay протокол и выполнять FP Setup перед отсылкой видеопотока, а обходных путей не видно. Главная проблема здесь в том, что протокол Fairplay делал безумный ученый с атрофированным чувством жалости к бедным реверс-инжиниринг программистам. Образно выражаясь, передо мной находился 5-метровый забор, уходящий влево и вправо, насколько хватает глаз. Когда нет понимания того, что возвращается от сервера при выполнении FP Setup, общей логики клиента по обработке этих данных и неизвестно, что нужно послать в ответ, очень сложно найти за что зацепиться. Интернет тоже толком не понимает, что творится на клиенте. Видимо, поэтому существуют только сервера, работающие на AirPlay 2.0, но не клиенты. Возможно, есть способ использовать Playfair библиотеку, подготовленную каким-то контрбезумным ученым или инсайдером. Но как это сделать без информации, я ума не приложу. Так что жук накрыл меня на этой самой мюсли. Перед тем, как продолжить обзор серий, я бы хотел обобщить подчеркнутую информацию о протоколе AirPlay 2.0 Mirroring. Слева вы видите источник, справа приемник. Оба подключены к общей Wi-Fi сети роутера, который изображен посередине, и передают данные через эту сеть. В начале источник инициализирует соединение с приемником на TCP-порт 7000, потом, используя RTSP протокол, отправляет туда пост-запрос Pair Setup. В ответ он предположительно получает EDDSA-ключ. Далее отсылает первый Pair Verify запрос со своим публичным ключом, а в ответ получает подпись и публичный ключ приемника. Далее он отправляет второй Pair Verify с зашифрованной общим ключом подписью, и в ответ всегда получит ОК, даже если что-то пошло не так. И сама проблема здесь со следующим запросом. Источник должен послать FP Setup запрос с данными, а в ответ приемник ему отдает какие-то статические данные непонятной структуры. Как эти данные обрабатывать и что посылать в ответ, осталось тайной, которую наверняка разрешат будущее поколение яш-программистов. После часов гугления и попытки разбора Fairplay DRM-системы, наша история делает разворот на 180 градусов и возвращается обратно к тому, с чего начиналась – реализации AirPlay 1.0. Это стало возможным, так как я смог найти Android-приложение, которое успешно соединилось с мироскрин устройством. После операции по захвату трафика на моем OpenVRT роутере между телефоном и экраном, у нас появился чудесный шанс вживую разобрать, что творится при отсылке видеопотока. Используя Wireshark, мы смогли подробно рассмотреть передаваемые данные и сопоставить их со спецификацией. Они вполне матчились, но передаваемый binary list стал небольшим преткновением, и, так как вручную разбирать его не хотелось, я использовал декомпиляцию Android APK пакета того самого приложения. Декомпиляция – это процесс обратной компиляции, который пытается разобрать машинный код бинарников в более-менее читаемый код в виде текста, в данном случае на языке Java. Таким образом, из полученных листингов можно получить представление о выполняемой логике программы.
Иногда довольно сложно найти смысл в этом безобразии, но, используя дебаг-строки, вызовы библиотек и понимание цели кода, можно получить картину того, что происходит. Используя декомпилированный код, я смог разобрать, что за плейс-данные отсылаются приложения в момент установки соединения, а также изучить практики работы с Wireshark и все глубже погрузиться в разбор бинарных данных протокола. Наконец-то получилось отделить вершки от корешков, заголовки от данных, а также заметить кое-что общее между двумя версиями AirPlay протокола. После этого на меня напала мысль о том, что можно попытаться послать те же самые перехваченные пакеты на мироскрин устройства, чтобы получить хоть какой-нибудь результат. Но с этим ничего не получилось и пришлось жухнуть. Декомпилированный код оказалось очень сложно разбирать без IDE, так что я поставил Android Studio и импортировал полученный код в нее. С автоматизированными функциями рефакторинга листинги с непонятными кракозябрами стало понимать гораздо проще, и процесс осмотра строения протокола пошел в разы быстрее. Также здесь произошло возвращение обратно в C, так как протокол по сути свелся к единственному HTTP вызову PostStream, а контроль над пакетами H264 в C-программе будет гораздо больше. Проблему бинаризации plist я решил простым копированием уже готового файла, повырезал лишние вызовы и зарылся в получение данных H264 заголовка SPS-PPS. Нашлась возможность либо EV получить эту информацию как экстрадата. Но, как обычно, не все так просто. Эти данные упакованы в OneXB формат вместо нужного нам AVCC. Чтобы понять, что это за звери, с чем их едят, а главное, в чем суть этих форматов и как преобразовать NXB в AVCC формат, пришлось пройти через кромешные дебри интернетов и бескрайние поля исходных текстов. Подготовив парсер, я отделил зерна от плевел и вытянул SPS и PPS данные, но не смог пока собрать рабочий AVCC контейнер. Несмотря на то, что почти полсерии я протупил и не показывал экран монитора, эта серия оказалась на удивление мясистой. Если вкратце, за почти 1,5 часа я написал функции, которые помогают трансформировать числа в бинарное представление, а также подготовил AVCC данные для отправки и только-только начал разбираться с передачей реального времени в большом хедере на 128 байт, который предваряет посылку данных в AirPlay. Конечно, декомпилированный код Android-приложения все еще используется, чтобы собрать заголовок правильно и рефакториться по ходу дела. Здесь вся необходимая логика по отсылке бинарных данных была более-менее закончена, но одна непонятная функция, которая что-то делала непосредственно перед отправкой видеокадра, была пропущена из-за ее кажущейся ненужности и странности. Со сборкой приложения возникли проблемы, которые были немедленно исправлены. Например, бинаризация float оказалась не таким простым делом, как я предполагал. Хорошо, что есть интернеты, которые помогли с этой проблемой на разных платформах с различным предпочитаемым порядком байт. После того, как логика была отлажена, пришла пора смотреть на перехваченные данные. Иначе было бы очень сложно разобраться с тем, что мы в действительности отсылаем. Меня очень напрягали данные видео, которые включали довольно здоровый префикс с явно отсутствующими в хорошем кадре данными. Остаток серии мы провели в сравнении данных и попытке понять, что творится и что идет не так, но так и не свели концы с концами, на чем мы распрощались. И вновь перерыв на схемку. В этот раз наш подопытный — это протокол AirPlay 1.0 Mirroring. Он в разы проще, чем его вторая версия, и состоит всего из одного HTTP запроса с продолжающейся пересылкой видеоданных. Итак, как и в прошлый раз, слева источник, справа приемник. Они в общей Wi-Fi сети и бла-бла-бла. Источник инициализирует TCP-соединение на порт приемника 7100 и начинает спамить данными. Отсылает пост-запрос на стрим с заголовками и контентом из binary list с описанием передаваемых потоков. Следом без остановки начинается бинарный протокол AirPlay, состоящий из заголовка на 128 байт и данных трех типов: Heartbeat, заголовок без данных, видеокодек, заголовок и AVCC данные SPS-PPS для H264 декодера, и видеодата, заголовок и сам сжатый H264 кадр. Далее просто повторяется передача видеодата с периодическими необязательными Heartbeat пакетами. Такие дела. Закончив предыдущий стрим, я не пожух и продолжил за кадром. Сравнивал два потока, наши работающие. И обнаружил несколько проблем, как в HTTP-хедерах, так и в самих бинарных данных, передаваемых со стороны приложения. Получилось более или менее понять некоторые значения, отправляемые в хедере, разрешить проблему с передаваемым binary list, пофиксить подводный камень с внезапным бигиндием порядком байт в AVCC данных, оптимизировать функцию поиска null в SPS-PPS, разобрать неизвестную функцию по обработке буфера при помощи Java компилятора. Но самое главное, удалось провести важный эксперимент по повторной отсылке хороших кадров, который развеял опасения о невозможности мирроринга. В конце 8 серии я пытался сделать то же самое, но так как не до конца понимал, что посылаю, отправлял кривоту. В этот же раз, с достаточным знанием о потоке, удалось отправить 3 кадра, которые успешно показывались на мироскрин.
Далее на меня напала мысль, что все же эти 0001 в первом отсылаемом кадре неспроста, и именно их нужно исправить при помощи проверенной ранее функции обработки видеобуфера. Как показал разбор той непонятной логики, все 0001 просто заменялись на размер последующего налу. Поправив небольшие проблемы в коде, при запуске программы экран становится черным. Это уже какой-то результат. Потом меня осенила мысль отрезания этого странного комментария, который формирует либо EV, вплоть до самого первого налу в кадре. И да, это последнее необходимое изменение. Результат немедленно появился на экране с задержкой в районе 30 миллисекунд, а картинка выглядит просто замечательно. Остаток серии я радовался, фиксил показ курсора, увеличивал плотность передаваемых кадров, унифицировал код записи в сокет файл, чистил код, подготавливал документацию и прочие наработки. В общем, занимался минимальной доводкой, чтобы было не стыдно показывать в интернете. Итак, 11-серийный стрим закончился, и спустя 10 дней поисков, изучения и переработки общедоступной информации у нас появился еще один инструмент для передачи изображения на монитор с минимальной задержкой. Конечно, полученное приложение это всего лишь proof of concept, но оно уже позволяет решать эти задачи и готово к доработке для более серьезных применений. Конечно, я не могу объяснить тебе весь пройденный путь и посвятить во все премудрости в этом коротком ролике. Но для того и снят сериал и этот индекс, чтобы ты мог просто найти нужную тебе серию и обнаружить интересующие тебя сведения или целиком погрузиться в решение проблем, понять, как это видит типичный Yash-программист. Как видишь, в процессе были использованы многие технологии и изучены довольно интересные навыки, дающие очень глубокое понимание процессов, происходящих в изучаемых системах. Эта серия показывает, насколько нелинейным может быть путь разработки приложений. То вверх, то вниз, успехи и провалы, но самое главное – это не сдаваться и продолжать искать путь для решения поставленной задачи. А если ты будешь слепо переть вперед, держась за уже провальную идею, то рискуешь лишь впустую потратить свое время и горько сожалеть о нем на смертном одре. Здесь нужно найти рациональный баланс между упорством и гибкостью, а это секрет успеха почти любого исследовательского проекта. Ранее я уже пытался получить подобный результат с хардвер-системой передачи видео по воздуху стоимостью около $200, и качество изображения без возможности настройки меня очень сильно разочаровало. Но теперь при помощи разработанного open source приложения и дешевого, около $17 AirPlay мироскрин приемника, возможно передавать изображение с экрана прямо через Wi-Fi роутер с необходимым качеством, отзывчивостью и задержкой. Итого, первый эксперимент с живыми стримами и решением возникающих проблем на ходу, об успешности которого я не имел ни малейшего представления, закончился с вполне положительным результатом. Конечно, я не решил все возникшие задачи и проделал здоровый крюк в поиске решения, но используя почти все подвернувшиеся под руку инструменты и информацию, получилось решить даже такую непростую задачу, как реализация источника видео для проприетарного протокола AirPlay 1.0. В конце я хочу попросить тебя поддержать канал Yash-программист своей подпиской и лайками. А если хочешь поучаствовать в стримах, то подписывайся на канал Yash-программист, там периодически проходят стримы. Все, спасибо большое за просмотр и пока-пока.